Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, это зима эмоций. Присаживайтесь поудобнее и будем планировать с вами декабрь, январь и февраль. Да, ребята, первая неделя декабря у нас прекрасное эмоциональное время, у нас разворачивается ретроградный Нептун, и мы с вами пойдем уже в эмоциональном плане, в директном положении. То есть мы уже не будем впадать в такие очень серьезные, мощные иллюзии, хотя смотря кто, ребят. В иллюзии все-таки захочется немножко покопаться, немножко впасть овнам первой декады, потому что здесь все-таки понимаем, что ретроградный Нептун развернулся, он теперь пойдет в директном положении и будет в эту зиму проходить последние градусы в знаке зодиака Рыбы, и уже весной 2025 года перейдет в знак зодиака Овен. Поэтому овны первой декады, кто родился на стыке с рыбами, будете прям вот чувствовать вот этот момент либо вдохновения, либо иллюзии, либо депрессивного состояния. Все зависит от того, как у вас работает Нептун в вашей натальной карте. В конце этого видео обязательно прикреплю ролик Нептун в натальной карте. Посмотрите, за что у вас управляет Нептун, в каком доме он у вас находится, для того, чтобы понять, как он сильно на вас влияет и на какие моменты в вашей жизни. Да? Идем дальше. Да, ребят, я рассказываю гороскоп подекадно, и здесь, конечно же, овны первой декады, кто родился в марте, овны второй декады, кто родился с 1 по 10 апреля, и овны третьей декады, кто родился с 11 апреля и до знака зодиака Телец. Ну что, ребят, едем. Первая неделя декабря, разворот ретроградного Нептуна, отлично, эмоционально, у кого-то остановились эмоции, у кого-то их очень много и хочется их выплеснуть, и это нормально, у нас с вами праздничный месяц, и еще на первой неделе декабря у нас разворот Марса, да, то есть у нас с 7 декабря Марс уходит в ретроградное движение, на 3 месяца. Ребят, ваш управитель, и на момент своей ретроградности он находится уже хоть и не в точной оппозиции, но все-таки в оппозиции, и эта оппозиция к концу декабря будет становиться точной, да, то есть срабатывать эмоции и действия будут гораздо сильнее. Марс ретроградный 7 декабря и уже в оппозиции с Плутоном. Ребят, второй ваш управитель, поэтому здесь понимаете, что Плутон – это планета-управленец, Марс – это планета действий. И здесь овны первой декады, я скажу так, что на вас этот момент как раз-таки с самой первой недели декабря – это такой стимул к действию, активности, я бы так сказала, борьбы за финансовую составляющую в том числе, потому что у нас Плутон в соединении с Венерой, и это, естественно, вопрос про уровень благосостояния, как хочется жить, как нравится. Что скажу для овнов третьей декады, вот именно этот момент с ретроградным Марсом в оппозиции с Плутоном будет гораздо сложнее. Здесь нужно, я бы так сказала, проходить ту внутреннюю борьбу страхов и переживаний, которые откладывали в долгий ящик, и не было сил разобраться с ней раньше. Поэтому здесь скажу так, ребят, сложно, но не невозможно, да? Нет задач невыполнимых, поэтому здесь, конечно же, скажу так, что овны третьей декады и второй, и первой, естественно, понимаете, что уже есть гороскоп на 2025 год, в конце видео его прикреплю, посмотрите, как сложится для вас и ваш 2025 год. Нет, ребят, одного сценария, судьба, то, как мы вот спланировано, то, кем мы станем. Нет, у нас всегда есть несколько дорожек по жизни, и то, какие качества мы проявляем в определенный момент времени, мы влияем на свое будущее. То есть нет такого понятия, как судьба. Да, в определенных обстоятельствах мы ведем себя определенным образом, но если постараться чуть больше, если не дать своим эмоциям выйти за край и начать такой тщеславный, я бы так сказала, вот этот вот образ жизни, который овнам третьей декады очень сильно захочется, ребята, в декабре. Вот если вот эту вот грань убрать такую
очень сильно, мощно, злостно на показ, да, и делать ради хорошего результата на будущее, делать классно, делать мощно, тогда получится очень сильно хорошо. Напомню, что у нас ретроградный Марс будет во Льве до 6 января 2025 года, и первый месяц его ретроградности захочется вот Овнам первой декады вот так активно, ярко, амбициозно делать, подниматься на вершины. На самом-то деле это очень хороший момент для вас, Овны, первой декады. Для Овнов третьей декады момент посложнее. И здесь, конечно же, ребята, смотрите за тем, что вы делаете, что вы говорите, за своими действиями для того, чтобы не натворить дел. Понимайте и осознавайте, что если иногда какие-то свои личные качества, которые мы себя ценим, да, за которых мы ценим свои близкие, если ими, я бы так сказала, попуститься, то потом можно сожалеть, потому что у нас 6 января ретроградный Марс будет в Раке, и почти на 2 месяца он будет в Раке в ретроградном движении, да, когда есть большая вероятность того, что мы можем сожалеть, то есть можно натворить дел в отношениях, захотеть стать свободными, захотеть все разрушить. И поверьте, получится это сделать очень легко. Это я говорю для Овнов третьей декады, поэтому, ребят, здесь, пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны, потому что у нас к концу декабря складывается еще такой очень сложный аспект Венеры в квадратуре с Ураном, а это аспект свободных отношений, когда хочется все разрушить, ощутить вот эту легкость, свободу, пофигизм. Но в январе и феврале будет такой эмоциональный момент, который нужно будет пережить. Поэтому не допустите это, постарайтесь строить, не разрушать. Разрушать всегда легко. И да, ребята, идем дальше. На вторую неделю декабря у нас завершает этот момент, я бы так сказала, полнолуние в Близнецах. Спросите меня, я не сказала ничего про Овнов второй декады, потому что всегда где-то под какими-то видео спрашивают, не дослушают когда, да, что делать в этот момент на развороте Марса, что делать Овнам второй декады. Овны второй декады. И этот аспект на вас очень сильно влиять не будет. На вас будет очень хорошо влиять аспект коммуникации, то, как вы будете активно коммуницировать, развиваться, добиваться своего социального статуса, идти по своей карьерной лестнице вверх. Вот таким будет для вас декабрь вообще, в принципе, 2024 года. Здесь прекрасный секстиль Юпитера, хоть и в оппозиции с Меркурием, да, который в Стрельце, но здесь момент Овны второй декады нужно обязательно идти в социальную реализацию, по карьерной лестнице вверх, расти, развиваться, мудро договариваться, находить пути решения проблем. Проблем будут, как всегда, это последний месяц уходящего года, после ретроградного Меркурия, да, вторая неделя декабря, у нас еще это последняя неделя ретроградного Меркурия, и здесь, конечно же, нужно договариваться, здесь нужно максимально сил вложить в коммуникацию, плюс еще нужно подтянуться и по финансам, и в социальном статусе, поэтому, ребята, Овны второй декады, дерзайте. Здесь просто так сидеть на диване нельзя, потому что если определенное количество энергии не израсходуется в нужном русле, мы всегда расходуем ее в другом направлении. И вот если в социальной реализации не идти, как правило, это всегда претензии к близким, да? Потому что Юпитер идет по Близнецам, а Близнецы — это вот знак близкого окружения наших родственников, то есть когда мы предъявляем претензии, ругаемся не там, где надо. Нужно вот в обществе расти, подниматься, а не среди близких им что-то там доказывать. Близких нужно любить,
да, и быть просто благодарными им за то, что они нас терпят такие, какими есть, да, поэтому здесь благодарим близких и всю свою силу, мотивацию и задор Овны второй декады мы в этом декабре пускаем, конечно же, в работу, в карьеру, в социальный статус и в повышение уровня своего благосостояния, да, поэтому идем дальше. Вторую неделю декабря у нас замыкает полнолуние в Близнецах. Понимаете, о чем я, да, говорю, ребят? Поэтому здесь, конечно же, полнолуние в Близнецах, при этом Луна будет в квадратуре с Нептуном. И Юпитер будет в квадратуре с Сатурном. Это аспекты того, что мы любим впадать в иллюзии, того, что нам захочется очень много тратить. Сегодня нам хочется много тратить, завтра нам хочется копить. И это такая история, когда мы Наполеон и Скрудж в одном флаконе. Да? Как эта история повлияет? Как раз таки на овнов. Овны второй декады будут чувствовать, как будто скованы все возможности. Здесь, конечно же, квадратура Сатурна будет очень сильно чувствоваться, но при этом, понимаете, ребята, коммуникация спасет. Коммуникация, действия, новые попытки к реализации. Понимайте, что можно впадать в иллюзии. Иллюзии — это всегда сладко. Это та правда, в которую хочется верить. Но еще раз напоминаю, 6 июня у нас Марс будет в Раке. И это когда эти иллюзии перерастают в эмоции. Да? И вообще, в принципе, Марс в Раке — это история того, что мы действуем не в силу каких-то мощных обстоятельств, которые нужны нам. Как правило, мы действуем под эмоциями, да, под влиянием своих близких, ради близких, для того, чтобы у семьи все было хорошо, потому что эмоциональный фон нас подталкивает, да, потому что накипело. Поэтому, дабы не совершать свои какие-то действия под влиянием эмоций, понимайте всю четкость и планомерность. Я знаю, не все любят от меня слышать историю того, что нужно составить план, действовать по плану, лучше медленно, но верно. Овны, так это вообще знак зодиака, которому нужно лететь очень быстро и прямо сейчас. Ребят, так я же вас понимаю. Я вас очень сильно понимаю. Поэтому здесь все-таки было бы хорошо действовать по плану, и понимать, что лучше вот сильно много-то не говорить, лучше действовать и действовать аккуратно. Да, это полнолуние у нас 15 декабря, очень много эмоций, яркий, активный день. Марс в оппозиции с Плутоном, в оппозиции с Венерой. Это история всегда, когда нам сложно найти баланс мужского и женского. Венера у нас уже в Водолее, поэтому здесь, ребят, пожалуйста, не натворите эмоций. Почему? Потому что у нас буквально еще чуть-чуть и начнет сходиться квадратура Венера с Ураном. Да? И это история последней недели декабря. Последняя неделя декабря, я бы так сказала, подбой курантов, да, и здесь абсолютно однозначно захочется делать, как хочется себе любимым, да, но не всегда так получается, и как мы знаем, что захочется очень сильно вспылить, выйти из отношений. Поэтому еще раз говорю, что нужно все-таки взвесить все сказанные слова и не говорить лишнего. Да? Понимаете, что этот момент пройдет, и все будет гораздо хорошо, лучше и приятнее. Третью неделю декабря у нас завершает зимнее солнцестояние. 21 декабря традиционно Солнце переходит в 1 градус Козерога. И здесь, конечно же, эмоции станут чуточку напряженнее, как обычно. Естественно, у нас включаются последние, можно так сказать, недели уходящего года. Мы уже все летим стремительно, мы уже все устали, мы хотим подвести итоги. И да, ребят, именно с 21 декабря у нас на небе складываются, я бы так сказала, такие очень сложноватые аспекты. Здесь и Венера в квадратуре с Ураном, да, когда захочется
нечто нового, экстраординарного, поменять все, начать с чистого листа, поменять отношения, поменять партнера, да, поменять уровень заработка, вообще, в принципе, заработок, работу, да. Действуйте аккуратно, действуйте активно, все-таки это напряженный аспект, который все-таки может привести нас к тому, что мы потом будем переживать. Да, максимальная концентрация аспекта Венера в квадратуре с Ураном приходит на 28 декабря. У нас начинает съезжаться прям в точную вот эта история, да, и, как говорится, подбой курантов у нас уже, хоть 31 декабря у нас и новолуние, это новый лунный цикл, но там у нас свои истории, поэтому, ребят, я бы так сказала, последние недели декабря с солнцестояния до нового лунного цикла чуть больше недели, 10 дней. Здесь, конечно же, запаситесь терпением. Терпения будет мало. Захочется все делать быстро, все делать активно, особенно в любовных отношениях. Захочется поругаться, вспылить. Не допускайте этого, не допускайте этого, убирайте гордыню. Я понимаю, что хочется очень сильно высоко подняться, да? Особенно овны первой декады. Вы еще прекрасно понимаете, что это последние недели кармических узлов, проходящих по вашей оси. Вы будете это максимально ощущать, плюс еще северный узел будет входить в соединение с Нептуном. Не впадайте в иллюзии, еще раз говорю, эта история может дать такой ложный курс по жизни, да, то есть можно на годик-другой потерять себя. Не сходите со своего выбранного пути, не впадайте в иллюзии, не занимайтесь самообманом, очень сильно захочется. Да? Не нужно этого делать, постарайтесь быть более традиционными, захочется много чего поменять. Это, конечно же, и у нас, я уже говорю больше про новолуние 31 декабря, да, захочется его изменить, захочется все сделать по-другому, но у нас к этому новолунию 31 декабря, да, Венера в квадратуре с Ураном и Марс в оппозиции с Плутоном, да, это ретроградный Марс, я бы так сказала, в точной оппозиции, Солнце при этом в соединении с Луной, да, находится это все добро в Козероге. Постарайтесь быть традиционными, постарайтесь быть честными с собой, со своими вторыми половинками. Постарайтесь, если вы тратите деньги на нужды, которые доставляют вам радость, которые принесут вам те самые теплые эмоции. Постарайтесь не тратить деньги в последнюю неделю уходящего года, в последнюю неделю декабря на какие-то такие непонятные, странные желания. Это говорю для всех овнов. Особенно, ребят, это, конечно же, для овнов второй декады. Вам захочется прям попылить, захочется прям таки активно, мощно все вот это добро потратить, да. Постарайтесь четко понять, что вам нужно, потому что бой курантов пройдет, а жизнь продолжится, да, и здесь этот момент такой достаточно серьезный. Овны первой декады все больше будете чувствовать вот это волнение Нептуна, раскачивайте свой Нептун, понимайте, что это не только иллюзии, но это еще и возможности творчества, креатива, нечто нового, возможно, развитие интуиции, это очень хороший такой момент времени. Хороший момент времени для бизнеса, для работы, тем не менее, не говорите мне, что сейчас это, я не знаю, там праздники, отдых, выходной. Для овнов первой декады прекрасное активное пробивное время, что-то делать, достигать вершин, высот, активности и действия. Для овнов третьей декады немножко сложноватый период. Здесь именно, хочу сказать, период сложности связан с Плутоном. Внутренние трансформации будут давать тот самый выхлоп, который вы хотите. И так зарядится энергия на новый лунный цикл, который начнется 31 декабря. Да, ребят, 31 декабря 2024 у нас начинается не просто, я бы так сказала, вечером Новый год, да, у нас начинается еще и новый лунный цикл. Поэтому здесь история того, что мы в последний день уходящего года даем себе еще и много эмоций на ближайший месяц вперед.
Поэтому здесь хорошо бы двигаться дальше. И да, наступил 2025, и у нас с 5 по 8 января очень много, я бы так сказала, на небе событий, которые будут двигать нас вперед. Кто-то говорит, что события, аспекты – это всегда сложные моменты. Я всегда говорю, что это моменты, которые дают нам много возможностей. И да, здесь для Овнов первой декады, ребята, постарайтесь коммуницировать отлично, классно, сложно будет вам это даваться, захочется залениться, ничего не делать. Для Овнов третьей декады прекрасный момент все-таки для коммуникации. Старайтесь как можно больше договариваться. И в сложных моментах, когда кажется, что будет все очень плохо, постарайтесь понять, что всегда есть те люди, кто точно так же бывает в сложных ситуациях, и нет задач невыполнимых. Поэтому Овны третьей декады прекрасно договаривайтесь, коммуникация, все у вас здесь будет хорошо и прекрасно. При этом на небе сохраняется у нас еще и на первую неделю января Юпитер в квадратуре с Сатурном. Постарайтесь понять вот этот вот свой внутренний баланс, копить, тратить, созидать или разрушать. С помощью какого инструмента вы пойдете по социальной лестнице вверх, да? Здесь, конечно же, я бы все-таки вам предложила это комбо держать. И здесь планомерность и амбициозность. Это такой, я бы сказала, симбиоз, который будет даваться сложно, но не невозможно, да? И в этот момент времени, конечно же, у нас переходит как раз-таки 6 января Марс из Льва в знак зодиака Рак. Идет он в ретроградном движении, в этом есть своя определенная сложность, и здесь как раз-таки начинаются все самые бури и вихри эмоций. Да, ребят, основное событие, я бы так сказала, этого января и начала 2025 года – это смена кармических узлов. Как повлияет эта история на Овнов разных декад? И история, конечно же, очень сильно классно. Мы все начинаем по-другому смотреть на этот, ну, не просто мир, потому что северный кармический узел в рыбах – это всегда масштаб о глобальном, о планетарном и даже больше, да, то есть здесь, конечно же, Овнам нужно будет уже перейти к действию своих кармических задач. Здесь, конечно же, история того, что нужно нам идти вперед, не просто размышлять, переосмысливать все то, что случилось этой осенью и за последний год. Здесь уже нужно переходить к действию. И, конечно же, да, ребят, Овны первой декады, прекрасно действуйте, будет хорошо. Овны третьей декады, действуйте мудро и понимайте, что все действия имеют свои последствия. Овны второй декады, понимаете, что без знаний, без коммуникации будет сложно. Поэтому старайтесь как можно больше приложить своих усилий к общению с людьми. Да, это я говорю Овнам второй декады. Как можно больше приложить именно своей мудрости, своих знаний. Если вы занимаетесь в обучающей сфере, да, работаете, постарайтесь как можно больше информации людям выдать для того, чтобы всем стало хорошо, да, потому что это ваша прямая обязанность, и людям будет хорошо и прекрасно от этого. Здесь не прячьтесь, не волнуйтесь. У нас последние 1,5 года – это вторая половина 2021 и 2024. Это был такой очень мощный момент осознания для Овнов, куда идти, какой план на будущее, на ближайшие 10 лет уж точно, чем заниматься, кем я хочу быть, какие свои стороны я хочу реализовать, каким человеком я хочу стать, да? Что в личной жизни, что по финансам, как говорится, карьере и действиям. Да?
И здесь, конечно же, с января 2025 года уже нужно, конечно же, приступить к действиям, да, в прямом смысле. И здесь, конечно же, скажу так, что действия эти будут эмоциональны. То есть сначала мы будем находить в себе такую эмоциональную мотивацию, с чего бы начать, я бы так сказала. Кто начал раньше, это Овны, третья декада, конечно, ребят, под влиянием Плутона вы начали раньше, да, потому что Плутон, конечно же, тут пока метался из Козерога в Водолей и обратно, здесь, конечно же, Овны третьей декады очень сильно, быстро зашевелились, и скажу, что приступили к этим делам гораздо раньше. Ребят, кто не приступил к своему развитию, все-таки необходимо будет это начинать, потому что чем больше времени проходит с момента осознания своих действий, куда вы хотите все-таки прийти, каким человеком вы хотите стать, тем, я бы так сказала, сложнее будет, да, поэтому всегда, как говорится, куй железо, пога горячо, потому что на самом-то деле это очень такой важный момент, на момент смены кармических узлов, да, знаков, здесь на небе у нас, конечно же, выстраивается большой квадрат. Это говорит о том, что будет такое достаточно эмоциональное и напряженное время для Овнов первой декады, первые несколько лет, да, все-таки здесь еще меняет свой знак и Нептун, и Сатурн, и они переходят в Овна, и эта история для Овна первой декады достаточно будет очень большая, масштабная, в каких-то моментах сложноватая, да, потому что Сатурн все-таки вообще ни разу не легкая планета, да. Рассказала очень подробно эту историю в гороскопе на 2025 год, ребята, он уже вышел в конце видео, конечно же, посмотрите, для того, чтобы понять, каким сложится 25-й для каждой декады Овнов. Очень сильно, очень мощно эту историю прочувствуют в январе, смену узлов, как раз таки Овны первой декады. Очень эмоционально у вас будет это, ребята. Я бы сказала, зима, да. Ну и после этого события у нас для всех на небе, естественно, это полнолуние. Полнолуние у нас будет в Раке 14 января. Как повлияет этот момент на небе для всех Овнов? Для Овнов первой декады эмоциональная история, для Овнов второй декады, я бы сказала так, история мудрая, если действовать, если идти вперед, если решать свои кармические задачи, свои кармические вопросики, не стоять на месте и идти в свое будущее, в свое развитие. Если стоять на месте, это будет момент претензионный, когда захочется ругаться с близкими, когда вы будете постоянно не согласны, когда вы будете всех делать виноватыми, поэтому здесь не надо этого делать, то есть не надо останавливаться. Овны третья декада, здесь история про то, что, ребят, действуйте аккуратно, действуйте тактично, сила разрушения будет велика, поэтому здесь необходимо, конечно же, задумываться о том, что делаете, да. И, конечно же, после этого полнолуния нас с вами ждут 2 недели эмоций и возможностей. У нас складывается, я бы так сказала, такой очень интересный момент. Марс в квадрате с Лилит, да, начинает сходиться как раз-таки с полнолуния в январе. И здесь нужно понимать, какие свои качества вы боитесь, какие свои качества вы готовы развивать дальше, потому что здесь как множество возможностей, так и множество страхов. Это я говорю сейчас про Овнов всех декад, потому что Лилит идет сейчас по весам, и уже балансировать будет очень сложновато. Совсем скоро Лилит станет, я бы так сказала, как раз таки в январе и феврале в квадратуре и с Марсом, и с Плутоном. И здесь история того, что сложно будет сохранять баланс, действия будут мощные, и они будут, как правило, эмоциональные, да? Для Овнов первой декады, и я бы так сказала, не будет настолько сильно мощно. Для Овнов третьей декады будет очень сильно много страшно,
очень не захочется в этом разбираться. Здесь, конечно же, нужно понимать, что движет вами, ребята. Это я говорю овнам третьей декады. Овны второй декады, страхов становится уже поменьше, действия становятся мягче, мудрости больше. Здесь, конечно же, будьте активны, но не принимайте движение овны второй декады под влиянием, я бы так сказала, своих вот таких чрезмерных амбиций. Не принимайте решения как раз-таки в эмоциональном состоянии. Венера идет по рыбам, и очень сильно захочется принимать любые решения, связанные в своей работе, под влиянием эмоций. Еще и Марс у нас находится в Раке, тоже эмоциональный знак, поэтому овны второй декады, постарайтесь быть максимально четкими и понимаете, почему вы совершаете те или иные действия. Под влиянием они эмоций, под влиянием ли они страха, бедности, под влиянием ли они внутренних каких-то страхов, чувства вины, чрезмерной ответственности, да, что движет вами, потому что здесь как раз-таки очень сильное влияние Лилит уже идет, уходит с овна второй декады на овнов третьей декады. Плюсом овна третьей декады, понимаете, что вторая половина января, здесь действия ярче, амбиции четче и страхи все-таки сильнее проявляются. Главное и важно разобраться в своих страхах для того, чтобы не натворить дел. Да, и мы подходим, ребят, плавно к концу января. В конце января у нас, я бы так сказала, новолуние. Новолуние у нас будет в Водолее 29 января. И в этот момент нужно, я бы так сказала, очень четко и качественно понимать, да, что вы вообще в принципе хотите от своих любовных отношений, какие эмоции у вас в своих отношениях, потому что у нас Венера подошла к соединению с Нептуном, в соединении с северным кармическим узлом, и это все плавно находится в последнем градусе рыб и оказывает очень сильное мощное влияние на овнов первой декады. Поэтому да, ребята, здесь будет вот такая эмоциональная составляющая. При этом это очень хороший момент для какой-то такой креативной работы овны первой декады, для новых действий. При этом у нас в последней неделе января останавливается и разворачивается ретроградный Уран, поэтому здесь история с креативными новыми действиями будет очень даже хорошо складываться у овнов как раз-таки первой декады. Не бойтесь делать то, что раньше боялись, нечто новое, нечто экстраординарное будет получаться хорошо. При этом у нас Меркурий в соединении с Плутоном, и это также очень хорошая история для овнов первой декады. Все же вышеперечисленного сложно, мощно и напряженно по-прежнему влияет на овнов третьей декады. Ребят, повторяюсь еще раз, если я говорю сложно, мощно и напряженно, это говорит о том, что это эмоции, которые отделяют от того результата, который вы себе хотите. И если разделить эмоции и действия и планомерно совершать одну и ту же, я бы так сказала, манипуляцию, то есть идти вперед, идти к своему развитию в отношениях, в жизни, в работе, да, тогда будет получаться. Скажу, что эмоций будет много, опять же, да, но не позволяйте им вставать на первое место. Все-таки понимайте и принимайте все эти действия, которые вы уже совершили, и цените себя за то, что вы не находитесь на скамейке запасных, а действуете. Да? Поэтому овны третьей декады скажу, что невозможно. Действуйте, и будет хорошо. Овны второй декады, ребят, здесь, конечно же, Юпитер тоже подходит уже к развороту. В первой неделе февраля он остановится и развернется, пойдет в директное положение. И здесь, конечно же, понимаете, что на момент новолуния 29 ноября и первой недели февраля будет для овнов второй декады, я бы сказала, такой с мудростью. Возможно, у кого-то остановятся проекты, связанные с работой, с реализацией. Вот прям станут на стоп и все. У кого-то, кто очень много сил прикладывал и настроил все раньше, эта неделя не пройдет, я бы так сказала, без событийной. В работе будет продолжаться
тот же самый уровень, к которому шли, все те наработки, которые были сделаны ранее, они, конечно же, будут работать. Все те, кто до настоящего момента Овны второй декады не понимал, куда же вы идете, здесь, конечно же, у вас будет такая остановка, максимальный момент претензий к близким, к окружению, скорее всего, будет желание поругаться, потому что здесь ретроградный, я бы сказала, Марс подтягивается, и февраль 2025 года для Овна второй декады может быть напряженный. Все зависит от того, сколько сил вы приложили для своего развития, социальной реализации. Если же не прикладывали, скорее всего, будет момент ссор с близкими. Не допускайте этого. Будьте мудры и понимайте, что когда мы не развиваемся, мы, как правило, ругаемся с теми, с кем не надо ругаться. Близких надо любить. Любите своих близких, любите себя, свою жизнь, цените ее за это и идите вперед. И да, ребята, у нас, скажу так, начало февраля, с 4 февраля заканчивает ретроградное движение Юпитер. И здесь, конечно же, Юпитер будет в трине с Меркурием. Прекрасный аспект движения вперед. Этот момент нужно обязательно пустить в нужное русло, в развитие, в учебу, хорошее для этого. Время пиар, реклама тоже хорошая для этого история. Поездки, путешествия, спросите вы меня. И Овнам второй декады, скорее всего, придется это сделать для своей работы, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы расширить, я бы так сказала, видение большой такой глобальной картинки своей жизни. Идем дальше. Первая неделя февраля у нас с разворота Юпитера, и 8 февраля у нас Лилит в трине с Солнцем. Солнце у нас в квадратуре с Ураном. И это история того, что хочется совершать какие-то разные вещи, глупости, нечто новое, нечто необычное. И если вы будете делать в работе, прикладывать новые возможности, постараться сделать что-то по-другому, не как раньше, будет хорошо. Тем более нужно уже пробовать. Уран развернулся и до июля 2025 будет идти в ретроградном движении, потом перейдет в знак зодиака Близнецы, что очень классно сложится для Овнов, я бы так сказала, первой декады. Поэтому, ребята, уже пробуйте, экспериментируйте, вносите нечто новое в свою жизнь, и будет хорошо. Итак, 12 февраля у нас с вами полнолуние во Льве. И я скажу, что на момент этого полнолуния у нас Солнце в оппозиции с Луной, это понятно, но при этом Уран в квадратурах и к Солнцу, и к Луне. То есть захочется свободы, захочется каких-то таких вот новых эмоций, впечатлений, захочется праздника однозначно, потому что Луна во Льве — это всегда праздник, это всегда вечеринки, это всегда тусовки, это всегда, когда мы находимся в кругу веселых таких каких-то компаний, вообще ни разу не грустных. Плюс здесь еще Уран, который нам шепчет и говорит: надо как-то посвободнее, по-яркому выделиться, да? Надо нечто новое, экстраординарное. Плюсом у нас еще 12 февраля все-таки доходит последнее, я бы так сказала, широкое соединение, но уже расходится Венера с Нептуном, да? Вот я бы так сказала, до полнолуния есть вероятность того, что впасть в какие-то иллюзии в отношениях, да, как-то заблуждаться. В момент полнолуния и после будет уже, так скажем, все понятно, что мы хотели сделать, куда мы идем, но при этом, ребята, помним, что у нас в феврале Венера в Овне. Венера в Овне — это вообще Венера, когда мы делаем то, как мы хотим. Вот когда у нас объект страсти, с которым мы флиртуем, мы добиваемся его, и очень часто быстро угасает, я бы так сказала, этот внутренний огонь, да, после того, как мы добились того, чего мы хотим. Поэтому здесь будьте аккуратны в своих желаниях. И да, желания будут на самом деле очень разные. Не скажу, что они будут какие-то супер там плохие, да, ребят, просто понимайте, что захочется очень много, захочется очень активно провести полнолуние и момент после. Я скажу лишь на момент полнолуния: будьте аккуратнее со своими мыслями и со своими желаниями, потому что захочется очень много чего.
Подождите, следующего дня, 13 февраля, день идет следующий, уже более легче, более спокойно. Здесь главное, вот я бы так сказала, с уровнем своей свободы остановиться, не забегать запредельно, потому что на самом-то деле хорошие здесь аспекты идут и на любовные отношения, и на то, чтобы договориться в отношениях. И вы меня спросите, когда можно много тратить. И я вам скажу, что, ребята, прекрасное для этого время, это вот как раз-таки момент с 13 февраля и до конца февраля. Да, ребят, до конца февраля, вот эти 2 недели, редко я такое говорю, что можно тратить. Конечно же, ребята, у всех по личным транзитным картам свои показания. Да? Я говорю общий гороскоп. Здесь прекрасные на небе аспекты для того, чтобы себе что-то новое купить, за то, что себя хорошо одеть в нечто новое, для того, чтобы выделяться, для того, чтобы усилить свой личный бренд, подчеркнуть свой статус. То есть, если вы хотите себе организовать такой шопинг, который вам будет в плюс, да, именно ваша внешняя картинка. Если вы захотите в этот момент потратить там деньги на обучение, прекрасно. Если вы хотите поездку какую-нибудь, да, вписаться в этот момент, тоже очень хорошо. Здесь как раз-таки прекрасные 2 недели для всего вот этого, для того, чтобы изменить внешнюю картинку себя, свое внутреннее ощущение, картинку снаружи, я бы это так сказала, да, на какую вы смотрите, то есть сменить локацию в том числе получится очень даже хорошо. Здесь желательно не сидеть дома, постоянно двигаться, что-то новое для себя привнести, потому что почему я говорю про тратить? Да? Какие-то покупки очень важные, очень нужные делать с точки зрения для близких, для себя, с целью поездок, образования, обучения, изменения своего социального статуса, изменения своего внешнего вида, для любимых, для себя в том числе. Да? Какие-то нужные траты, ну не так, чтобы распылить деньги, да, лишь бы их только потратить. Нет, нужные такие вложения с мудрыми целями. Понимаете, для чего вам это нужно? Ребят, почему говорю? Потому что со 2 марта у нас на небе ретроградная Венера. Поэтому внимательно отслеживайте, что происходит в ваших отношениях в феврале, что происходит в вашем кошельке в феврале, в том числе, да, потому что Венера отвечает и за отношения, и за деньги, и то, что нам по жизни нравится. Потому что в марте потом будем разбираться, то есть март и еще апрель 2025 будем разбираться как раз-таки с бывшими деньгами, отношениями и желаниями своими. Да? Поэтому здесь держите на карандаше и понимайте, что если в период ретроградной Венеры с 3 марта, со 2 марта у вас захотелось что-то этакого, возможно, вы что-то в феврале себе не докупили, не допозволили и где-то вашу Венеру обделили, да? То есть свои желания. Поэтому скажу так, что с момента полнолуния в феврале хорошее время для того, чтобы себе что-то позволить. И здесь будьте мудры, в том числе, потому что Венера в секстиле с Юпитером — это такой хороший, добрый аспект, чтобы позволить себе то, что давно хотел, но при этом есть такой момент тщеславной траты. Очень сильно много потратить и потом понимать, что куда-то деньги делись, а я ничего не понял, куда они делись, почему они делись. Поэтому не тратьте по пустякам, тратьте по мудрости. И, ребята, идем дальше. У нас следом идет, я бы так сказала, до 24 февраля у нас ретроградный Марс. Ретроградный Марс у нас как раз-таки заканчивает свое влияние в оппозиции с Луной, естественно. Очень сильно ощутят эту историю как раз-таки Овны второй декады, поэтому, ребят, не пылите эмоционально, да, развернется в последней неделе февраля Марс и пойдет в директное положение. Это хорошо, когда управитель идет туда, куда надо, в нужном русле, и мы совершаем правильные действия, и уже обстоятельства у нас будут, конечно же, немного другие. Внутри борьба мужского и женского почувствуют Овны очень сильно второй декады, поэтому здесь, пожалуйста, проявляйте свои хорошие, лучшие качества. Не будьте, особенно девушки, Овны, очень сильные и импульсивные. Не старайтесь сломать своих вторых половинок.
дайте, я бы так сказала, бразды правления и вожжи вашей жизни своим партнерам. Это я девушкам Овнам говорю. Это очень сложно бывает сделать, особенно девушкам Овнам, потому что у вас сила, задор, мощь и активность, да, поэтому старайтесь расслабляться, отдыхать и быть девочками. Все-таки здесь Венера в точном секстиле с Юпитером очень хороший для этот момент, чтобы почувствовать себя прям девушкой-девушкой. Но, ребят, скажу, что замыкает эту зиму, закрывает, я бы так ее сказала, у нас новолуние 28 февраля 2025 года, последний день зимы, это новолуние, новый лунный цикл, новолуние у нас в Рыбах. Сложноватый день, сложноватый эмоционально. Это будет такое, я бы так сказала, подведение итогов, что мы сделали, что мы не сделали, что мы упустили. Очень сильно эмоционально прочувствуют Овны первые декады. Да? Поэтому, ребят, говорю, чтобы не были действия ваши такими напряженными, не упускайте возможность этой зимой что-то делать. Овны второй декады, сила, активность, вот это правильное понимание мужского и женского. Здесь все-таки, да, к мужчинам у меня такой момент: становитесь мощными, активными, сильными, мужественными, да, проявляйте мудро свою вот эту внутреннюю мужскую силу, но при этом мягкость по отношению к женщинам. Женщины, понимайте, что сила в вас, она есть, но нужно становиться мягче. Нужно вот этот вот баланс мужского и женского, да, все-таки для того, чтобы пройти дальше. И я бы сказала, что для Овнов будет это такой рубеж. Вот эта зима, чтобы не была такой чрезмерно эмоциональная, а была с такими понятыми и понятными действиями, да, как вот мы хотим жизнь свою видеть, потому что весна 2025 она будет очень событийной, да? Она не просто будет эмоциональной, она уже будет с большими, мощными, активными событиями, и у нас там коридор затмений, ребят, в марте, да? У нас там и ретроградная Венера, и ретроградный Меркурий, и смена Нептуна знака, да? И вообще, в принципе, очень много в мире событий будет, поэтому здесь понимайте, что мы, конечно же, смотрим на весь мир, но у нас прежде всего есть наша жизнь. Нам нужно в ней свои завалы разгрести и идти вперед. И тогда у всех остальных, если каждый сначала позаботится о своей жизни, у всех остальных тоже все будет улаживаться, да? Потому что если хаос везде, то хаос во всем мире. И да, Овны третьей декады для вас скажу, что эта зима, она будет эмоциональна. Эта зима все-таки Плутон уже откатывается, вот уходит в Водолея и уже все-таки уходит от Овнов третьей декады, не будет такой очень мощной силы, да, для разрушительных каких-то таких моментов. Почистили шкафы, идем дальше, идем разбираемся, но Овны третьей декады, понимаете, Лилит еще находится в весах, и весь март еще будет проходить, я скажу, по последним градусам весов и делать оппозицию к вашему Солнцу в транзитных картах. И здесь максимально понимаете, какие страхи движут вам, что вы либо не развиваетесь, либо развиваетесь. То есть здесь нужно понимать, почему вы стоите на месте или почему вы скачете выше своей головы. Здесь такой момент сложности, да, потому что мы все не любим разбираться в своих страхах. Для нас это максимально некомфортная тема, для нас это максимально уязвимые моменты, и мы этого просто боимся. Все имеет место быть, у каждого страхи, они свои, и это просто нужно пережить, в этом нужно разобраться для того, чтобы они не имели для нас такой большой силы, да, над нами. Поэтому, дорогие Овны третьей декады, я скажу, что эта зима, если подводить итог, для вас она будет, я бы так сказала, такая большая внутренняя работа со своими страхами, переживаниями. И
Нужно в эту зиму свои страхи конвертировать в действия мягкие, в действия приятные, не с разрушающей ноткой, да, почему вы идете по жизни и больше как разрушитель, нежели созидатель, потому что Овнов третьей декады, ваш управитель уже такой, вами управляет уже Венера, и здесь нужно больше все-таки созидать, хотя получается наоборот. Очень много силы в Овнах, поэтому, дорогие Овны, в эту эмоциональную зиму постарайтесь все-таки найти вот этот внутренний баланс и от разрушителя перейти больше к созиданию, да, и так будет хорошо. Но Овны первой и второй декады я вам уже все рассказала. Ребят, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. В режиме свободного времени я вам отвечу. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И все же, нас с вами ждет очень много интересных моментов. Они могут быть сложные, но мы все переживем. И главное, понимаете, то, на каких эмоциях мы входим в эту зиму и ее проживаем, так мы входим в Новый год. Да, так мы себя, можно сказать, программируем на совершение каких-то моментов в жизни. А в 2025 будет очень много важных моментов, поэтому для того, чтобы рассчитать свои силы и эмоции, пожалуйста, действуйте и будьте честными, сильными с собой, потому что честность — это самое главное качество, которое нас всегда так отрезвляет, убирает лишние иллюзии, и с ним, по крайней мере, с честностью, да, идти по жизни проще. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что посмотрели до конца. Буду ждать ваши комментарии, и в конце видео, конечно же, актуальные ролики. Посмотрите их, примите верное решение, спланируйте свое время и двигайтесь вперед. 2025 год именно для этого и создан. Ну что, желаю вам прекрасной зимы. Пока-пока.